Аюрведа клуб представляет восстановление зрения, аюрведические процедуры. С утра закапывайте в ноздри по 2-3 капли кунжутного масла. Считая до 10, вращайте головой слева направо в течение 100 секунд. Досчитав до 100, встаньте и умойтесь теплой водой. После этого можно умыться холодной водой, сделав таким образом контрастный душ для лица и для глаз. В аюрведе на санскрите это называется насья. Она полезна не только для зрения, но и для всех органов чувств. Достаточно 4 капель кунжутного масла, чтобы ваши органы чувств работали как надо. Если, конечно, у вас нет серьезных отклонений и не требует серьезного лечения. В таком случае надо обратиться к врачу, чтобы он мог выяснить состояние организма. Процедура насья очень полезна для всех органов чувств, глаз, ушей, языка. Кроме того, она улучшает работу нейронов мозга, поскольку мозг получает питательные вещества через нос в обход гематоэнцефалического барьера. То есть напрямую мозг получает полезные вещества. Это что-то вроде профилактики. Всем известно, что дверные петли и двери машины надо смазывать. Зачем? Поскольку, когда они высыхают, они начинают шуметь, скрипеть. Точно так же и с телом. Поэтому, если в части тела понадобится смазка, а мозг по большей части состоит из жировых соединений, вспомните про этот способ подпитки мозга и его нервных окончаний. Несколько советов по улучшению зрения как при близорукости, так и при дальнозоркости. Также подойдет при астигматизме, но не улучшит зрение коренным образом. Если оно у вас минус 10, например, то здесь уже без врачебных вмешательств ничего не получится сделать. Но в большинстве случаев это может помочь. Всем известная ягода черника, которая помогает улучшить зрение, может действительно помочь, но в незначительной степени. Можно кушать ягоды черники, делать настой из листьев, побегов черники, но не ждите от этого коренных изменений. Известный витамин А, который способствует улучшению зрения, немножко неправильно трактуется. Он, в общем-то, отвечает за восприятие цвета. При нехватке витамина А человек хуже видит в сумерках и темноте, так называемая куриная слепота. При этом днем можно отлично видеть, а в сумерках или темноте практически ничего уже не видеть. Также при нехватке витамина А возникает сухость глаз. В любом случае принимать витамин А от близорукости или дальнозоркости большого смысла не имеет, потому что он не отвечает за эти функции. Также при долгом принятии витамина А могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Все должно быть в меру. Куда больше имеет пользы группа витаминов В. Например, В1 нормализует глазное давление и отвечает за передачу импульсов по нервным волокам от глаза к мозгу. Витамины В2 отвечает за поступление питательных веществ с током крови, а также помогает различать цвета. Витамины группы В доступны не только в комплексах, купленных в аптеке, но куда лучше использовать продукты пчеловодства, например, перга. Также подойдут отруби. Также можно кушать продукты, содержащие лютеин. Навредить он точно не может никому, пользу для зрения принесет. Наибольшее содержание лютеина содержится в шпинате, брокколи, брюссельской капусте, кукурузе. Также его можно найти в зеленом горошке, перце, яичном желтке, тыкве, сладкой паприке. То есть, другими словами, сладком перце. Это далеко не полный перечень продуктов. Насколько большая польза от лютеина, тут требуется дополнительные исследования. Не нужно его переоценивать. Намного эффективнее тренировка, упражнения или зарядка для глаз. Есть такое упражнение «Снежинка» для борьбы с паническими атаками, ухода от депрессии, снятия нервного напряжения. Это упражнение можно найти у Жданова и Нарбекова. И оно пришло из йоги, которая является разделом аюрведы. Упражнение «Снежинка» займет порядка 10 минут. Делать упражнения нужно ежедневно, хотя бы 1-2 раза в день. В дальнейшем можно снизить количество упражнений, например, довести его до 2-3 раз в неделю, потом до 2 раз в неделю, потом до раза в неделю. Но первую неделю желательно это делать каждый день, а лучше даже 2 раза в день. И через неделю возможно заметить изменения по улучшению зрения. Снежинка основана на движении глазами в строго определенном направлении. Результат возможно получить хороший уже через неделю, как я сказал. Вообще не ждите быстрого результата. Никогда не надо опережать события и не ждать быстрых результатов, потому что все индивидуально,
все отклонения по зрению у каждого свои, поэтому настраиваться надо на длительную работу. Неделя – это минимальный срок, стандартный срок – это примерно месяц-полтора. Лучше, если вы этот курс продлите до 3-4 месяцев, но в идеале по аюрведе 108 дней. Упражнение «Снежинка» делается открытыми глазами. Для улучшения эффекта можно повторить после упражнения с открытыми глазами, после этого повторить то же самое упражнение, но уже с закрытыми глазами. Эффект улучшения зрения усиливается. Также дополнительным стимулятором по улучшению зрения будет служить такое упражнение, как быстрое закрытие-открытие глаз, моргание частое, без напряжения век в течение примерно 1 минуты, но минимум 30 секунд. Это упражнение отлично увлажняет слизистую глаз, в том числе и при синдроме сухого глаза. Верхний шейный позвонок также отвечает за функции зрения, улучшает его. Массируя верхний шейный позвонок, можно значительно улучшить зрение. И не всегда нужно вправлять верхний шейный позвонок, достаточно улучшить кровоснабжение в шейном отделе позвоночника. Для зрения очень важен сон, достаточно высыпаться, и это будет уже хорошо для зрения. Психосоматика – влияние наших эмоций на состояние организма и глаза в частности. Психосоматика – влияние на состояние нашего организма и на наши глаза тоже. Близорукость, возможные психосоматические причины. Рутина. Человек плохо видит вдаль в будущее. Он живет только решением ближайших сиюминутных задач. Это излишняя дотошность, зацикленность на деталях, но при этом часто неумение оглядеть всю картину целиком. У ребенка варианты. На ребенка взваливают слишком много всего. Взваливают чрезмерные требования и ожидания. Ты должен стать, ты должен добиться. Ты должен быть отличником. Это мы говорили о психосоматических причинах, возможных причинах близорукости. А теперь о возможных причинах дальнозоркости. Когда человек хорошо видит вдаль, но не видит вблизи. Дальнозоркость чаще всего развивается в пожилом возрасте. Возможные причины. Человек не принимает свой возраст, не хочет видеть мелочи, не хочет замечать возрастные изменения своей внешности, отказывается их признавать. Он как бы абстрагируется от них за счет улучшения способности видеть вблизи. Еще один вариант психосоматики и дальнозоркости. Человек постоянно смотрит далее вперед, в будущее, но при этом мало присутствует здесь и сейчас. То есть будущему уделяется больше мыслей, чем настоящему. Еще, наверное, стоит упомянуть астигматизм. Это такое нарушение зрения, когда человек все видит немножко размыто. Возможная психосоматическая причина астигматизма. Люди, которые страдают, очень часто дружелюбные, добрые, мягкие. И у них возникает некий внутренний конфликт из-за того, что они не всегда умеют отставить точку зрения. Они иногда идут у кого-то на поводу, хотя внутри сильно с этим не согласны. Друзья, конечно, не надо любые проблемы сваливать на психосоматику. Проблемы со здоровьем и проблемы со зрением могут возникать по самым разным причинам. Но о психосоматике тоже не нужно забывать. Упражнение «Снежинка» делается движение открытыми глазами вверх-вниз. Смотрим максимально вниз, максимально вверх, без напряжения век. Делаем 10 раз. Затем 10 раз делаем движение глаз слева направо с максимальной амплитудой, с удобной для вас скоростью. После этого делаем 10 повторений движения по диагонали слева сверху вниз вправо и потом 10 раз справа сверху вниз влево. После того, как мы завершим первый подход, то есть мы сделали 4 упражнения, сверху вниз, слева направо, 2 раза по диагонали, и таких сетов мы делаем 3-4 подхода. То есть мы повторяем то же самое упражнение по 3-4 подхода, 3-4 раза. Важно, чтобы голова не двигалась за глазами, а оставалась на месте. При упражнении надо соблюдать правила, чтобы амплитуда движения глаз была максимальной. Насколько можно для вас это сделать? Это даст наибольший эффект. При выполнении упражнения старайтесь нормально дышать, не задерживать дыхание, как многие это делают. Дышите спокойно и ровно. Зачастую это упражнение может помочь с первого раза, но не надо так расслабляться и прекращать делать упражнения, зарядку для глаз, в надежде, что вот, здорово, помогло с первого раза. Сделать надо курс, то есть результат нужно закрепить. В идеале курс длится примерно месяц, а дальше надо смотреть по своему самочувствию и состоянию глаз. Упражнение доступно в любое время суток. Делая 1 раз, можете делать это с утра, 2 раза утром, например, и вечером, 3 раза утро, обед и вечер. Если это упражнение, которое подходит также при бессоннице и для снятия усталости, то, соответственно, это делается уже во второй
половине вечера, ближе ко сну, то есть перед сном практически. И, конечно, все мы имеем индивидуальный организм, и поэтому надо смотреть, какая реакция после этого упражнения происходит на вас, потому что есть небольшой процент людей, на которых это действует в обратном порядке, то есть наоборот вызывает бессонницу. Однако в большинстве случаев это упражнение вызывает тягу ко сну, люди начинают зевать, поэтому, делая это в перерыве, например, на работе, можете дождаться такого результата, что вас потянет ко сну и на вас косо посмотрит работодатель, если вы сами не являетесь им. В любом случае, упражнение информационное, носит информационный рекомендательный характер. Обязательно требуется консультация с врачом, профильным врачом, то есть окулист, как минимум. Упражнение «Снежинка» может иметь пользу для тех, кто для улучшения памяти, концентрации внимания, для тех, кто перенес инсульт. Сверхэффекта не надо ожидать, но ощутимая польза скорее произойдет. Опять же, возвращаемся к тому, что все мы имеем индивидуальные строения организма, у каждого есть свои болячки, поэтому требуется подход также индивидуальный, надо смотреть по своему самочувствию. Напомню, необходимо обратиться к врачу, чтобы получить подтверждение или запрет на проделывание таких упражнений. Попробуйте данное упражнение и пишите в комментариях, как вам это помогло. Задавайте вопросы, комментарии. Будьте здоровы!